Здравствуй, дядя. Да, здравствуй. Вот ты мне рассказывал про то, как люди влияют на меня. Это ведь тоже изменение? Да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Хорошо, расскажу. Помоги мне поставить один камень, а то я сам не справляюсь. Вот перчатки. Некоторые вещи одному не сделать. Хорошо, красиво получилось. Пойдем сядем. Значит, сегодня твой вопрос про то, как происходит уже изменение в обществе. До этого я рассказывал, как ты можешь изменять сам себя, как можешь управлять своими стремлениями, да? И сейчас вопрос, как это реально происходит в окружении других людей, потому что человек все-таки живет в среде себе подобных. Это в его природе заложено. И здесь нужно вспомнить то, что я говорил про личность. Про как она появляется, вот эта структура личности. Помнишь? Да, человеку свойственно перенимать какие-то качества других людей. Состояние их внутреннее. Ну, их способ восприятия, как они реагируют на какие-то вещи, да? Вот, и вот это качество человека, то есть его приспособляемость и, на самом деле, перенимание состояния тех, кто его окружает, является его естественным, его природной особенностью, вообще то, что делает возможным проживание в коллективе. Иначе просто бы никакого коллектива на самом деле бы и не было. И вот это перенятие и снятие состояний окружающих тебя людей может происходить двумя путями. Первый и самый базовый, самый основополагающий способ – это непосредственное взаимодействие. То есть, когда в настоящем времени происходит какое-то общение, какая-то коммуникация. И в этом случае состояние одного человека передается другому человеку. И происходит такой взаимообмен. И в итоге их состояние, каждого из них, их внутренние чувства, эмоции, даже мысли, они приходят в некое соответствие друг с другом, и тогда они уже могут образовать какой-то коллектив. Это первый, самый базовый тип вот передачи состояний. И, как я уже тоже говорил, по-моему, в самом начале наших бесед, если у человека в начале его жизни не будет вот такого прямого взаимодействия с другими людьми, когда он еще ребенок, когда он только развивается, то он и не сможет стать полноценным человеком. То есть вот такое прямое взаимодействие, оно просто биологически необходимо для того, чтобы человек нормально развился. Но как ты думаешь, может ли все взаимодействие человека и других людей сводиться вот только к этому? Я думаю, что нет. Да, правильно. И тут мы подходим вот ко второму типу взаимодействия. Если первый тип мы обозначили как прямой и непосредственное, передача состояний, значит, второй тип должен быть уже опосредованной передачей. Так? Да. Хорошо, пойдем пройдемся. И как ты думаешь, каким образом осуществляется вот эта непрямая передача состояний, или даже можно говорить о знаниях, навыках? Наверное, через книги или фильмы. Да, правильно. И как раз этим и занимаются в специализированных учебных заведениях. То есть передают знания, а знание это по сути есть некое состояние возможности что-то сделать, как я говорил. Передают накопленные человечеством знания. Такая передача накопленного в поколениях опыта, именно косвенная передача в виде книг, историй, учебников. И есть одна из отличительных особенностей человека как вида. Как это происходит? Это возможно при помощи наличия некоторого языка. То есть ты что-то читаешь, смотришь, это все определенный язык на самом деле. Что письменный текст, что устная речь. И значит, здесь нужно определить, что такое язык. Как ты думаешь, что такое язык? Как его можно
описать? Средства общения между людьми. Ну да, средства общения. А в основе общения, как я говорил, лежит передача определенных состояний, да? Эмоциональных, рациональных, там, мыслей, чувств, убеждений. А значит, для того, чтобы это сделать, не напрямую, не в момент непосредственного взаимодействия, а, скажем, чтобы ты мог перенять опыт того, кто жил даже 200 лет назад, скажем. Это возможно при помощи языка. И значит, язык это, по сути, есть определенным образом проявленное вовне чье-то внутреннее состояние. В основе это такой принцип. И поэтому языком может быть на самом деле много чего. Это и, как я говорил, и текст, и фильмы, и рисунки. Любые действия могут быть каким-то языком. Но для этого, так как все-таки эта передача непрямая, то нужно, чтобы тот, кто это читает, смотрит, видит, чтобы обладал навыком вообще чтения. Но если ты не умеешь читать, то любая книжка для тебя бессмысленна. То есть в основе язык это определенным образом проявленное вовне чье-то внутреннее состояние. Например, какое-то знание. И для того, чтобы его получить, чтобы его принять в себя, перенять, ты должен обладать навыком прочтения этого состояния. То есть ты должен знать какой-то язык. Собственно, именно этим в начальной школе и занимаются. И как я уже приводил в пример школу, в которой ты, или другие учебные заведения, в которых тебе дают читать различные книги, фильмы смотреть. И, по сути, там интересно, кто определяет ту информацию, те знания, которые к тебе приходят. Допустим, это учитель. Не будем брать в расчет сейчас все сложности министерского согласования, образовательный стандарт, это не имеет значения. По сути, все равно в любом учебном заведении очень многое зависит от того человека, кто, скажем так, им управляет. Так? А получается, что все изменения в коллективе зависят от одного человека? Отчасти, да, такое возможно, но тут нужно учитывать один факт интересный. Смотри, если у нас есть какая-то группа, скажем, толпа собралась, у нее есть какое-то настроение, какие-то эмоции, допустим, даже агрессивные. И они там собираются, что-то делают, все против чего-то протестуют. И вдруг из них, естественно, находится какой-то человек, который призывает их к чему-то. Скажем, разбивать машины какой-то определенной марки. Толпа подхватывает его призыв и начинает делать то, что он предложил. Бывает такое, да? В психологии эта тема исследуется очень, скажем так, обширно и часто. И в этом случае, если в толпе появился какой-то человек, который что-то предложил, и все его поддержали, можно ли говорить о том, что это он внес все изменения в этот коллектив, то, что он все их сделал, то, что все зависит только от него? Наверное, нет. Нет, а почему? Он предложил какую-то идею, и не каждый это подхватывает. Он предложил такую идею и такую реализацию того стремления, которое уже было заложено в этой толпе. Они уже собрались, они уже агрессивно настроены, они уже собираются что-то, допустим, сломать или что-то еще сделать. То есть этот человек, он просто на самом деле достаточно случайно был выбран, может быть. Должен появиться обязательно тот, кто предложит какую-то идею. Не этот, так другой бы предложил. Не одно, так другое. И кто конкретно здесь появился, и что конкретно он предложил, это уже роль на самом деле особо сильно не играет. Важно то, что толпа, это в нашем случае, она уже была агрессивно настроена, и она уже собиралась что-то, допустим, как-то эту агрессию, естественно, выплеснуть. И поэтому тот человек, который предложил конкретное проявление, от него что-то зависит, но на самом деле очень мало. То есть в этом случае говорить о том, что этот коллектив был изменен этим человеком, его решением, его стремлениями, проблематично.
Но может быть и совершенно другой случай. Для примера возьмем ту же самую толпу агрессивно настроенных людей. И, допустим, к ней выходит какой-то человек, который призывает их успокоиться, разойтись, не совершать противоправных действий. И предположим, что он достигает успеха в своих начинаниях. Люди действительно расходятся и успокаиваются. И вот в этом случае уже можно говорить о том, что этот человек внес какие-то изменения в этот коллектив, так? Потому что в первом случае мы имеем просто человека, который был выдвинут этим толпой, этим коллективом, и его речь, его действия, его призывы к агрессии, они просто являются продолжением движения вот всех вот этих людей, которые собрались. А во втором случае мы уже имеем тот факт, что вот этому общему движению этих людей, этого коллектива противостоит какое-то другое действие, то есть оно противоположно. Это становится возможным только тогда, когда внутреннее состояние вот этого человека, который вступает в взаимодействие с другими людьми, а если оно устойчиво. Об устойчивости и об управлении собственными движениями мы говорили с тобой в прошлый раз. Да? И вот если какой-то человек может, на самом деле, просто не поддаться общему настроению, общему состоянию, то тогда уже он, скажем, из этой толпы выделяется. Он выходит из этого коллектива. Потому что вообще в природе человека приводить свои внутренние состояния, свои эмоции, чувства в соответствие с эмоциями, чувствами и состояниями окружающих его людей. Поэтому эффект, когда в толпе распространяется какая-то одна эмоция, одно чувство, это естественно. Но если какой-то человек может этому противостоять, то есть не внешне, не агрессивно, но если он может контролировать свои собственные чувства, свое собственное состояние, то это как раз и дает основание для того, чтобы он сначала вышел из этого коллектива, но затем, если он не убегает от этого коллектива, то есть можно даже и просто убежать на самом деле, но если он продолжает с этим коллективом взаимодействовать и, скажем, не произошло его убийство, допустим, то дальше, опять же, просто в силу вот естественной передачи состояния от одного человека к другому, возможно то, что его состояние будет передано остальным членам, остальным людям, с которыми он вступил в коммуникацию. И вот в качестве итога и в качестве ответа на твой вопрос о том, как происходят изменения в обществе, в коллективе, я дам такой ответ. Человек может изменить коллектив только в том случае, если он может контролировать свои собственные состояния. Тогда возможно изменение окружающих его людей. Конечно, не все в мире так просто, потому что есть множество сил, множество людей пытаются изменить окружающих и окружающее их общество. И есть много тех, кто умеет контролировать свои собственные состояния. То есть в реальной ситуации достаточно сложная. Но вот общий принцип я тебе рассказал. Все? Ну да. Хорошо, пойдем.